Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Козерог. Второй прогноз на декаду на 10 дней с 20 по 31 декабря. Давайте узнаем. Проведем с вами такой или заключительный аккорд, как будто подытожим уходящий год. И это ведь последняя декада не только декабря, но это еще и последняя декада года. С чем связаны события этой декады, чего ждать или что вас ждет, мои дорогие козероги. Давайте с вами узнаем. И первым делом мы достанем 3 карты на колоде Таро Евы. Ева– это имя автора колоды, она сама доктор, поэтому она мне очень близка, и изображения именно врачебные такие или каких-то ситуаций медицинских. Поэтому давайте вот так переложим на нашу реальную жизнь знаки судьбы, потоковая информация. Может быть, что вам важно услышать, нужно услышать или важно знать. Или сферы жизни, где вам доведется принимать важное решение. Именно потоковая информация, без вопросов. Итак, первый знак судьбы. Второй знак судьбы, что нужно услышать. И третий знак судьбы, с чем будут связаны события. И что же там у вас скоро случится, что произойдет? Я должна сказать, что у нас не совсем простой период окончания декабря. С одной стороны, мы входим вот в эту последнюю завершающую декаду в таких энергиях, когда, может быть, мы хотели решить какой-то вопрос, а он встал на паузу. Или мы не знаем, какое решение принять. Или, допустим, уже были какие-то согласования, и тут тоже пауза. Какие-то задержки, проволочки, вот это я допускаю, которые где-то имели место быть в районе 12 декабря, плюс-минус пару дней. Но уже 21-го это какая-то конфигурация меняется, и это словно, немножко убыстряется. Или та тема, которая важна, которую вы обдумываете, вы понимаете, что я словно в теме, я это продолжаю. Или кто-то из вас итоговый документ, может быть, получает, или сообщение. Но 28 декабря опять что-то станет на паузу. Вот такое неоднозначное время, хотя что там 10 дней, да? Вот в разных таких энергиях мы можем быть. И поэтому это время словно без навигации, на ощупь. Вот давайте узнаем, так что же там случится, произойдет. Что идет в вашу жизнь? На пороге каких событий вы стоите? Вторая карта неожиданности. Может быть, и правда какая-то открывается, или какой-то важный разговор состоится, и вы получите информацию. И что вас обрадует, мои дорогие козероги? В чем, знаете, как то, что вам помогает, то, что вас воодушевляет, может быть, то, что для вас с плюсом. И по основным сферам жизни, чего ждать? Сфера взаимоотношений, любви, личной жизни. Что ждет в сфере финансов и сфера достижений? Чего ждать? У кого-то учеба, у кого-то работа, важные согласования, может быть, и встречи, документы, у кого что. Но в целом ваши планы. Первый знак судьбы. Ух, по девятке чаш. Особенно в этой колоде. Это, знаете, это карта радости, карта наполненности и воодушевлением, и где-то вашей силой, и какие-то решения материальные, вопросы материальные, да. Здесь могут проходить и вопросы жилья, здесь может быть и ваша работа, может быть смена работы или дополнительный какой-то источник заработка. Но самое главное, хоть и вроде бы это девятка чаш, имеется в виду чаши, кубки– это у нас эмоции. Да, это мы чем-то остаемся довольным, но это материальная больше карта. И иногда я ее называю картой эгоиста, как будто у нас все есть и нам никто не нужен. У кого-то может такое совпадать, потому что мы все разные. Видимо, что-то в вашей жизни, знаете, происходит с одной стороны, это действительно какая-то стабилизация. Это когда вы можете быть чем-то и довольны, и чему-то радоваться, и, может быть, и захочется кому-то паузы, уединения, но и, наверное, подзастрять вот в этом одиноком состоянии в сольном варианте мы не должны. Может быть, кто-то из вас будет обдумывать какой-то вопрос, но это карта финансового достатка. Кто-то получит деньги, может быть, да, или даже по работе какие-то бонусы, может быть, и подарки, мои дорогие. Почему нет? У нас время такое.
Но я и допускаю, что это, знаете, именно доход, это именно финансовый какой-то эквивалент. Может быть, тот, на который вы не рассчитывали, какие-то внеочередные платежи или когда премиальные какие-то платежи. Ну вот добрая материальная карта успеха, благополучия в целом. Вот такой знак судьбы. Но 9 нам всегда говорят о чем? Впереди перемены. И вот тройка пентаклей, я всегда говорю, тройка – карта будущего. Тройка пентаклей, правда, тут как обучение, экзамен. Ну, может быть, у кого-то как раз в этот период сдача зачетов или экзаменов проходит. По этой карте мы и сами как будто определяемся, что нам недостаточно знаний. И мы можем ну, искать определенные курсы, или мы можем искать точно так же, к примеру, для тех из вас, кто имеет какой-то свой личный проект, может быть, творчество, хочет его монетизировать, каким образом это сделать. Вы тоже можете искать и, ну, как механизмы, как это работает, так и какие-то дополнительные ресурсы, опять же, что-то изучать или просто надумать. Вот мне нужно получить сертификат, допустим, о том, что я знаю какой-то язык, да, и вы можете тоже пойти отправиться на курсы, или вы уже там находитесь. Мы всегда проходим какую-то перезагрузку, и если все же обучение или работа в команде основной смысл, это имеет значение на будущее, потому что это не просто мы делаем что-то ради любопытства, вот девятка чаш, а мы видим плоды труда своего. Это мы становимся более ресурсными, и значит, в последующем мы можем получить финансовый эквивалент. Видимо, материальная составляющая в последнюю декаду декабря – это у вас и итог одновременно, и какая-то, ну, как перестройка уже с учетом будущих каких-то событий. Вы видите, как и плоды труда своего, и чем вы хотите заниматься. Ну, может быть, у кого-то и работа в команде. Иногда, это если мы говорим экзамен, это может быть и как, ну, к примеру, жизненный экзамен. Какая-то жизненная ситуация, в которой вам нужно принять очень важное решение. То есть тут не то, что какой-то тупик, нет, тут именно какое-то продолжение, но в несколько иной конфигурации. То, что будет вас питать, развивать, вдохновлять. Отчасти, пусть это даже личной жизни касается, да, но тогда может такое быть, когда вы даже в паре, допустим, как один другого дополняет, потому что у вас есть какая-то общая тема, которая будет интересовать вас двоих. Вот я такое тоже допускаю. Может быть, это вы с кем-то, потому что команда, да? Ну, пусть трое, но, может быть, это и не двое будет просто. А вот и правда, любовь. Посмотрите, туз как будто всеми красками раскрашен. Это радость, это эмпатия, это любовь. Это, опять же, наполненность, полная чаша. Это как, ну, какая-то или мечта, или желание, или что-то доброе идет в вашу жизнь, что-то сбывается. Может быть, кому-то из вас придется, ну, принимать важные решения по части личной жизни, может быть, и предложения. Но правда, мои дорогие, тут посмотрите, и финансовый эквивалент, и как будто продолжение какого-то дела, или пусть это даже, как я сказала, в личной жизни, но это, знаете, как новые какие-то задачи, которые вы можете даже со своим партнером ставить. Но и интерес как бы присутствует, и, финансовый такой стабильный момент, и одновременно чувство, любовь, радость, эмпатия, взаимодействие, искренность. Ну, самые такие добрые ощущения, которые нас не просто наполняют, может, и переполняют, но это, правда, ваша ресурсность, мои дорогие козероги. Давайте узнаем, так что же там случится, что там произойдет? Ух ты, какой у вас расклад удивительный. Смотрите, колесница. Вообще это карта успеха. Но выбор, он, правда, присутствует. Туда или сюда, вот конкретно. Как будто мы уже дошли вот до этой развилки, такого порогового значения. И выбор нужно делать. Эта карта говорит еще так же, может быть, это связано у кого-то иногда с транспортным средством, когда вам нужно много передвигаться, может быть, для того, чтобы решить много мелких вопросов, которые или в инстанциях, или в каких-то учреждениях, или, в принципе, у кого-то работа, может быть, предложили работу, а она связана с командировками. В принципе, быть мобильным, мои дорогие. Но тут вам от чего-то нельзя отказаться.
Может быть, это даже перемены, которые в личной жизни какая-то конфигурация происходит. Самое разное. И это, знаете, будет оказывать влияние вообще на всю вашу жизнь. Это как жизнь, ну, как вы перевернули одну страницу жизни, как будто этап закончился, и вот сейчас вы сядете писать или как будто рисовать, да, уже следующее что-то, как новая повесть или новый сюжет. Сам себе режиссер хочется добавить. Но тут ведь правда, это каким-то образом и увязано с вашим успехом, с вашими достижениями. Или для кого-то из вас в эту декаду что случится, произойдет. Может быть, это какая-то поездка спонтанная. Может быть, вы услышите, вас приглашают, или это, возможно, какая-то ну, может быть, и как корпоративная встреча, например. У нас период такой соответственный. Вам нельзя от чего-то отказаться, правда, вот что бы это ни было. Мы можем, ну, как бы топтаться так немножко на месте, думая, а надо, а не надо, а куда, а туда или сюда. Но как будто выбор нужно делать. И самое главное, застоя не должно быть, мои дорогие. Потому что впереди перемены. Вот вам как будто нужно идти в ногу со временем. Ведь колесница– это еще скорость. Чего-то не отложить на потом. Тут ничто не происходит случайно, как и новости, которые вы получаете. Значит, зачем-то вас эта новость нашла. Или пусть это даже какие-то изменения в вашем окружении происходят. Значит, у вас сейчас, вот подумайте, пусть вы сталкиваетесь с какими-то внешними событиями или новостями, вы каждую воспринимаете, для чего мне это дано, или для чего я это услышал или услышала, каким образом я себе во благо могу эту ситуацию обернуть, потому что материальная составляющая– это первая карта. Неожиданности. Сама по себе, да, путь к успеху и закрыть в прошлое дверь. Тройка, опять же, всегда карта будущего. Кто-то спросит, это что, это вот я там буду, что ли? Нет, мои дорогие, вас уже там нет. Вот здесь по тройке мечей вы уже не в прошлом. Это вот я сказала, да, новый жизненный этап. Но у вас сейчас может быть временная такая заминка, когда мы определяемся, что мы из прошлого возьмем с собой в будущее, что мы будем продвигать, развивать, какие планы мы построим. Может быть, сам по себе период с 20 по 31 декабря идеален для планов. Это вы уже какую-то новую конфигурацию. Вы уходите, вот у вас как будто судьба, мои дорогие козероги, уводит от каких-то грустных воспоминаний, от внутренней боли. Вот всегда ведь тройка мечей мы говорим как израненное сердце. Вот именно в колоде ведьмочек тут очень хорошо прорисовано. Уже сердце не болит. И уже отболело. Это раньше был какой-то сложный период у вас, когда вы выхода не видели буквально, словно бесконечный дождь за окном. Но вот уже пустая комната, смятая постель, исписанный дневник. Но вот теперь это не важно. Разлитые чернила, да и ладно. Как будто человек встал и вышел, но предварительно, создав вот этот искусственный макет сердца, такую совершил аффирмацию. 3 меча, пронзающих вот это сердце, макет. Как будто 3 жирных точки в прошлом. Вот вы с чем-то определяетесь. Вы с чем-то прощаетесь неожиданно. И вам, если бы прежде, может быть, этот период какой-то очень сложный, напоминала себе или какая-то ситуация, то теперь уже не болит вот это сердце наше. Теперь уже нас, ну, как бы не цепляет то, что прежний период здорово цепляло. Было каким-то либо сгустком боли, либо каким-то триггером, который все не получалось преодолеть. А вот теперь вы переводите какую-то сложную минусовую ситуацию как просто ситуация, как очередной опыт, может быть, и идете вперед, причем налегке. Вот правда, это выздоровление, по сути дела. Момент выздоровления, момент истины. Здорово в неожиданностях, вот когда даже, знаете, мы словно облегчение на душе испытываем, потому что то, что действительно для нас было сложно, теперь мы понимаем, не имеет никакого значения. Что вас обрадует?
Ну, вы сами себя чем-то можете обрадовать, король Пентаклей. Где-то все то, что я говорила. Да, король Пентаклей– это великий консерватор. Но у вас, видимо, что-то, какая-то конфигурация более чем для вас позитивно складывается. Открываются для вас какие-то новые перспективы. Я должна сказать, мои дорогие козероги, ретро-уран в Тельце, вы хоть и не Тельцы, но вы принадлежите к знакам зодиака стихии Земли. Поэтому тут какая-то ситуация быстро и не могла разворачиваться. Но шаг за шагом вот этот последний визит, реверанс Урана в знаке Телец, который у нас продолжится в ретро-движении до 4 февраля, а дальше уже с 4 февраля по 26 апреля там прямое движение. Но именно вот в ретро это какие-то прежние итоги. Вы подводите, и Уран специально вернулся в Телец для того, чтобы помочь знакам зодиака стихии Земли и воды, чтобы их жизнь началась с правильной ноги. Вот что-то подобное вас и радует. Сфера личной жизни. Ух ты! Еще один старший аркан. Смотрите, какая у вас волшебная и мощная перезагрузка. Тут действительно время радости, время доброго отношения к вам и время, может быть, и любви, хотя это карта критического мышления. Но, мои дорогие девочки, это к вам может испытывать кто-то страстное желание, иногда такое проигрывается, хотя вы-то сами немножко на своей волне. Мои дорогие мужчины, может быть, это и есть женщина, которой вы как раз это желание испытываете. Но это уже для всех, давайте будем говорить, это карта это и есть критическое мышление, которое нам необходимо для того, чтобы, может быть, подвести какую-то черту под тем прежним опытом, который нас как в тисках держал долгое время. Но это еще и карта дипломатии. Обратите внимание, лев, прообраз нашего эго. Вы знаете, вам помогает дипломатия договориться со всеми. И у каждого тут своя какая-то стезя, да, будем говорить, по части личной жизни. Есть возможность и выйти, завершить вот это одиночество для тех, кто один или одна. Для тех, кто в паре, может быть, даже если были какие-то сложные отношения, или вы, ну, может быть, и ссорились. Вот здесь, конечно, может быть и перемирие. Но благодаря тому, что вот именно вы сами склонны что-то и не драматизировать, а увидеть так беспристрастно. И лев подчиняется прекрасной деве. Почему? Он не чувствует агрессии. Поэтому здесь какая-то гармония, мои дорогие. И у вас сейчас очень сильная позиция. Но как-то это вот надо красиво, элегантно, все сферы жизни, может быть, совместить. Ведь посмотрите, у нас, по сути дела, и выпала и сфера любви, и сфера чувств, и одновременно какая-то материальная составляющая. Все то, что по урану. Поэтому по аркану сила, ведь это, ну, где-то всегда как у карты мага, вот именно энергия этой карты. А маг– это у нас великий практик. Ну, наверное, где-то как и король Пентаклей. Но тут консерватизм, безусловно. А вот тут такая более вибрирующая, мягкая сила, более податливая. Но это не значит, что это соглашательство какое-то. А это значит обойти какие-то острые углы и что-то не драматизировать. Потому что, ну, мы хотим сделать как-то по-своему и используем альтернативные варианты. Но, безусловно, и как и на личную жизнь, так и в целом на взаимоотношения договориться можно, мои дорогие. И нужно, я бы даже сказала. Но у кого-то из вас и сфера достижений. Все же это тоже где-то личная жизнь или вопросы, которые касаются вашей личности. Вы что-то будете обдумывать. Потому что старшие арканы идут еще в увязке с какими-то внешними событиями, информацией или то, что происходит вокруг вас. Чего ждать в сфере денег? Ну, тут по девятке жезлов не торопись тратить, хотя деньги есть, деньги будут. Потому что мы можем захотеть, так это может быть, или прикупить что-нибудь такое непонятное. По девятке жезлов нам не советуют карты этим заниматься. Вам, скорее всего, эти деньги понадобятся. Мы где-то говорили. Потому что на следующая карта тройка пентаклей, и здесь явно уже какой-то и экзамен, и прогресс будет. А потом мы достали с вами карта колесницы рядышком тоже находится. И это уже какой-то успех, он не за горами. Вы можете пока в этот период по 31 декабря еще не видеть, как сложится какая-то конфигурация реальности, а потом деньги понадобятся. Ну, поэтому
Заначку, наверное, мои дорогие козероги. Ну, как-то вот поаккуратнее будьте, потому что девятка ведь это всегда переходное значение, а у вас еще и карта колесница. Поэтому взвешенное, я бы сказала, нужно решение. И карта-то ведь говорит, кстати, говорит отчасти об отдыхе, потому что девятка– это именно жезлов. Ты как будто козерог сделал все, что мог. Поэтому ну, может быть, вы даже кому-то помогали, я такое допускаю, да, но, видимо, вот тут вот траты как-то нужно рационально. Вот король Пентаклей. В вашей власти сейчас многое сделать, но, видимо, карты вас больше концентрируют на вашей жизни, на жизни личной или на ваших планах, потому что предупреждают, что вот-вот на кону какой-то выбор будет стоять. Сфера ваших достижений. Ух ты! Вот это да! Карта сила, карта мага. Ну, видимо, хотите ли вы или нет, но серым кардиналом придется быть, кстати, в личной жизни. У кого-то из вас может быть судьбоносная встреча, я такое допускаю. Может быть, она уже состоялась. Это союз сильных людей, причем совершенно разных людей. Причем каждый немножко сам по себе. С простыми неинтересно, а со сложными очень интересно, но всегда сложно. И от того, как вы договоритесь, будет и зависеть вот этот кубок, наполненный или нет. Здесь, знаете, когда двое, да, есть какая-то яркая индивидуальность, вы и еще какой-то человек. И если мы начнем давить буквально своим авторитетом, мы ничего не добьемся. Вот практика, она какая-то такая у вас продуманная должна быть. Может быть, что-то и не разрушить, от чего-то не отказаться. Вы можете и сами по достижениям, кстати, столкнуться с таким человеком, который вас как будто притягивает именно тем, что своей какой-то похожестью, может быть, вы и встречаете король Пентаклей, что вас будет радовать такого человека, и вы чувствуете, мы как будто думаем одинаково, вот как раз в одном направлении можем смотреть, да, и пусть мы разные, пусть мы с какими-то разными подходами, но есть что-то такое неуловимое, то, что нас вместе соединяет. Тут правда какая-то пара, может быть, или для кого-то из вас карты могут так немножко забегая вперед говорить, что козерог для тех, кто один или одна, например. Хотя я не исключаю разные варианты, что вы можете встретить какого-то важного человека, когда вы занимаетесь либо что-то изучая, либо работая, либо решая какие-то вопросы, да. И вот это знакомство состоится в том месте, где вы вообще не собирались ни с кем знакомиться. И это тогда как по судьбе. У вас много старших арканов, причем таких знаковых. А те, которые не старшие, они тоже такие имеют какое-то, знаете, судьбоносное, кармическое, я бы сказала, отношение к вашей жизни, к вашей судьбе. И я вас хочу пригласить сразу на свой сайт. Я оставлю ссылку в описании под видео. Я, в принципе, оставлю все ссылки, потому что у меня есть кармический декабрь. Я недавно дописала таки эту статью до конца декабря. И это, знаете, как кармический урок и задачи на 2026 год. Перейдите, прочитайте, потому что подсказок будет больше. Только вы сами можете свою конфигурацию своей судьбы переложить на ту информацию, которая присутствует, вот как это откликается в вашей душе. Ну, а я вас хочу пригласить на телеграм-канал, я тоже оставлю ссылку в описании под видео, но если в описании канала. Я постаралась соединить контент и плейлисты с 3 моих каналов YouTube и также сайта, да, то есть ссылка на статью саму, то есть весь мой контент, мое творчество в одном месте. Я буду искренне рада. Переходите, подписывайтесь. Может быть, кому-то такая форма будет даже удобно, все в одном месте. А я хочу вас поблагодарить за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной, мои дорогие. Подписывайтесь на мой канал. С Новым годом вас, мои дорогие любимые козероги. Будьте счастливы, будьте любимы всегда. Пусть сбываются ваши мечты и маленькие, и большие.